Здравствуйте! Сегодня в этом видео я вам покажу и расскажу, что делать с орхидеей. Вообще это видео будет полезно тем, если вы новичок, и также тем опытным владельцам орхидей, которые долго выращивают, но хотят привнести что-то новое для своих красавиц. Поэтому сегодня будет 10 причин, 10 того, что не нравится, не любит орхидея. То есть я сегодня вам на примере расскажу и покажу. Ну и посмотрите на моих красавиц, как они красиво цветут. Сейчас начали выпускать новые цветоносы. Также я расскажу, как добиться такого цветения. Как вообще делается так, чтобы орхидея у вас пышно, красиво зацвела, да? То есть это могут зацвести даже вот маленькие подростки у вас, орхидейки такие небольшие. Они тоже могут, вот видите, это молодая орхидея сапфир. Она совсем еще маленькая, то есть, может быть, ей первый год. Также я расскажу о посадках, о пересадках, как правильно надо выращивать. То есть я уточню такие моменты, которые помогут вам избежать ошибок. Итак, первое – это обработка. Проверяем растения перед покупкой. Многие мне в комментариях писали о том, что когда покупаешь орхидеи, что с ней делать? Обрабатывать, не обрабатывать. Вот я купила орхидеи, и что, собственно, с ней можно сделать. В первую очередь, когда вы покупаете орхидею, я обращаю внимание на то, здоровая ли она. Я проверяю листики. Вот смотрите на листики. Видите, тут пятна такие влажные. От чего вообще это появляется, да? Болеет она, не болеет? На самом деле это от переувлажнения. То есть орхидея долго стояла сухой, потом я ее полила, а там был мох у нее, и она стала как бы в воде, не плавать, но тем не менее. Вот это, кстати, мох отличается чем, когда растет орхидея в мхе, она переувлажнена. Итак, обязательно обрабатываем. Если вы новичок, от гнили используем Максим Дачник 4 мл на 2 литра воды, купаем. Я всегда замачиваю на 30 минут. От вредителей я использую, как правило, Актару или Фитоверм. От паутинового клеща Санмайт. Но если честно, то я обычно покупаю свои орхидеи и ничем не обрабатываю, потому что я вижу, что они уже здоровые. Но вы, как новичок, обязательно отработайте хотя бы от гнили, потому что вы можете пропустить такой момент и потерять в итоге орхидею. Итак, готовим грунт. Грунт для новичков всегда используем классику. Не экспериментируйте. Сразу скажу, что грунт будем делать из коры сосны, керамзита и мох сфагнум. Это 3 ингредиента, которые помогают вам сохранить стабильный состав. Также я добавляю биочарс 1 столовую ложку на 1 литр грунта. Почему именно биочарс? Биочарс — это биологический чистый уголь, получаемый при сжигании скорлупы грецкого ореха с добавлением уксуса из скорлупы грецкого ореха, что делает биочарс просто уникальным, так как уголь с уксусом создают такую нейтральную среду, и все ингредиенты, полезные вещества в угле становятся хелатной формы, то есть водорастворимые, и орхидея питается от этого легче. Также биочарс выступает в качестве угля и работает как антисептик. В итоге кора сосны не гниет, не покрывается плесенью, и самое главное, отпугивает всех вредителей из грунтов. То есть вот это плюс биочарсы, которые я рекомендую вам использовать вместо обычного угля. Кроме этого, создается особая среда обитания для почвенных микроорганизмов, что обеспечивает здоровье растениями, и они ничем не болеют. Также биочарс способствует ускорению роста, развитию растений и укрепляет иммунную систему. Поэтому листочки всегда остаются зелеными, яркими и красивыми. Также биочарс помогает адаптироваться к любому стрессу, и растения лучше переносят любую пересадку и приживается намного быстрее. Вы даже заметите, что после пересадки растение у вас намного быстрее зацветает. Итак, я убрала из корней весь мох. Если у вас орхидея росла в коре, убирайте кору. Еще бывает, что в орхидее есть внутри, где ствол, под стволом, где шейка. Внизу шейки бывает стаканчик торфяной. Его обязательно надо снять, расковырять и убрать. Но не всегда бывает. Вот, например, если орхидея растет в мхе, то нет. Также биочарсом можно обработать все срезы.
Если, например, повредились корни, повредились шейка, если вы обрезали шейку, если она у вас длинная, то все это можно обработать биочарсом. Обязательно, вот смотрите, мы добавили кора сосны, керамзит, мох сфагнум и биочарс. Все это мы перемешиваем. А кору мох сфагнум лучше предварительно намочить, потому что биочарс, когда ингредиенты слегка влажные, лучше распределяется по грунту, то есть лучше работает. И при поливе все это будет активироваться. Итак, третье правило – это правильный выбор горшков. Новички совершают одну большую, очень важную ошибку. Чуть позже будет фото. Они покупают не те горшки. Ну, скажем так, самый удачный вариант – это горшок в горшке. Вот смотрите, получается своего рода закрытая система, а внутри у нас создается пространство, где набирается вода. И когда вода испаряется внутри, то орхидея питается, увлажняется. Смотрите, вот справа у вас горшки, никогда такие не покупайте. Чем больше воздуха попадает в горшки, высыхают корни. 100% у новичка такие орхидеи 100% пропадут. Они не смогут наладить полив, они не поймут, почему их орхидея засыхает, теряет тургор, корневая система просто ужимается, засыхает. То есть горшки, а вот эти двойные горшки, они помогают удерживать влагу. То есть внутри этого горшка создается высокая влажность, которая так необходима орхидее. А знаете, что она живет в тропиках, и там постоянно очень высокая влажность. Итак, давайте покажу кратенько, так, совсем кратенько, как пересаживаем, как правильно сажаем, потому что это тоже важный момент. Надо все корни уместить в горшок, поэтому объем горшка выбираем по корневой системе. Чем больше корневая система, тем больше горшочек. Вот так, тут 2,5 литра горшок, и вот такая вот орхидейка, это у нас биклип. Дальше я обрабатываю от вредителей. Можно обработать чем угодно, но я предпочитаю это делать с бальзамом для орхидей, специальным бальзамом, который сделан на основе древесного уксуса и скорлупы грецкого ореха. Это натуральное удобрение, органическое удобрение, которое совершенно никак не вредит вам, а лишь помогает активировать рост и даже цветение самих орхидей. То есть благодаря этому удобрению можно активировать рост новых цветоносов. Также это удобрение помогает адаптироваться к новой среде после пересадки и снять стресс. Тем самым бальзам повышает иммунитет растений, и орхидея начинает красиво и пышно цвести. И будут здоровые, зеленые, красивые листики. И самое главное, этот бальзам отпугивает всех вредителей. За что мне это нравится. Кстати, имейте в виду, что бальзам имеет небольшой запах. Да, мне кажется, довольно приятный, но кому как говорится. Но он быстро выветривается. Буквально 1-2 часа и уже не будет ничем пахнуть. Даже котики у меня, когда я брызгаю, они сидят, нюхают. То есть это естественный, натуральный запах. Если у вас останется какая-то вода в пазухах, для новичков я советую взять ватный диск и промокнуть, потому что я знаю, что новички боятся, что вода, если останется, то шейка загниет. Я, как человек с опытом более 15 лет, я содержу орхидеи, я такого, конечно, не делаю, но меня часто новички поправляют, что не все загнивает. Если у вас загнивает, я понимаю, что у вас свой опыт, вы верите в это, и условия содержания у нас у всех разные, поэтому да, уберите влажность. Это, сделает так, чтобы они не загнивали. Итак, 5-е правило, чего не любит орхидея или любит орхидея, да, это влажность. На самом деле влажность это очень важный момент, который надо соблюдать. Если будет в квартире очень сухо, то орхидейки будет засыхать листья. Вы заметите, по краям они становятся желтые. Плюс корни становятся сухими. Почему мы говорим про двойные горшки? Именно такие двойные горшки создают внутри грунта хорошую влажность. И если дома сухо, например, как у меня сейчас в данный момент работает отопление, у меня в квартире очень сухо, где-то 20-30%, где-то так вот влажность. Это очень низкая влажность. Для орхидей надо содержать квартиру, где была 60-70 влажность. Это оптимально, вот как вот в тропиках, где они живут, им так вот надо. И если у вас не получается держать такую влажность, я не опрыскиваю свои орхидеи, хотя их можно, просто это трата времени.
Мне проще нашла такой вот способ. Именно двойные горшки позволяют держать влажность. Итак, 6-й вопрос. Спрашивали у меня в комментариях очень много. Это региональное содержание орхидей. Сразу скажу, что я живу в Сибири, сибирский регион, да. В чем особенно, как вы думаете, в чем особенность сибирского региона, например, от центральной части России по уходу и содержанию орхидей? Как вы думали. В Сибири у нас, конечно, холодно. Но так как орхидея содержится все-таки в квартире, то условия у нас, я считаю, что в центральной части России, что в сибирском регионе у нас одинаковые, да, потому что, зимой отопление у всех у нас есть, у всех у нас тепло, я же не держу их на морозе -30, сейчас на улице -30, у нас холодно. Единственное, что я свои орхидеи никогда не держу на окне, потому что окна у меня открыты. То есть у нас -30, но там стоит микропроветривание и идет такой воздух. То есть проветривание квартиры у меня это обязательный, да, пунктик у меня дома, чтобы было чем дышать. И поэтому на окне у меня ничего не растет, я бы сказала, даже погибает от того, что там на окне очень холодно, из-за того, что идет проветривание. И орхидеи, особенно цветущие орхидеи, если на них попадет холодный воздух, не дай бог, то есть я открою окно, и на них вот залпом попадет воздух, они 100% скинут цветы. Это тоже важный момент. Поэтому какого-то регионального содержания цветов именно орхидеи не существует. Оно для всех, мне кажется, одинаково. Надо лишь приспособиться именно к своему содержащему, своему микроклимату в квартире. То есть сухо у вас или влажно. И подстраиваться уже под это. Итак, следующее правило, чего не любит орхидея. Я бы сказала, она не любит, а именно... Когда я впервые завела свои орхидеи, то есть у меня появилось где-то 5-6 штук появилось, они у меня стояли просто на окне, на восточном окне, и на них, вы сами понимаете, в Сибири солнца его мало. И восточное, и южное окно, если сравнить юг сибирского региона и юг южного региона, то это очень две разные вещи, да, на окне. Поэтому я вам сразу скажу, что орхидея на южном окне горит. Листья горят, получаются ожоги. У меня был такой случай, что орхидея стояла на северном, даже не окне, она у меня летом отдыхает на лоджии, а лоджия выходит на северную сторону. И так получилось один прекрасный жаркий день, что она там у меня, одна из орхидей, сгорела. Вот такое вот бывает, поэтому имейте в виду, на яркое солнце ее не ставим, ее обязательно надо притенять. Но дома, если она содержится у вас под лампами, она очень хорошо цветет. Мои орхидеи стоят под лампами на 50 Вт, 2 штуки, то есть это 100 Вт. Это полный спектр. Видите, освещение поменялось, тут желтый свет. Это говорит о том, что он у меня теплый, то есть свет бывает холодный, яркий такой белый, и бывает теплый, желтый. Вот они у меня стоят под теплым освещением, специальные такие лампы для экзотических растений. Вот, и они отлично цветут, то есть растения, орхидеи могут зацвести без удобрений, но при хорошем освещении. Хотя, мне кажется, достаточно одной лампы на 50 Вт. Итак, поговорим о подкормках. Это вообще, наверное, бум и бич моего канала, когда мы говорим о том, чем подкормить. Да? И когда говорим о подкормках, важно соблюдать то, что не все орхидеи надо кормить. Не все они любят подкорми, и когда их кормить, да, и можно ли кормить цветущие орхидеи. Сразу скажу, что цветущие орхидеи я тоже кормлю. А кормлю вот почему. Потому что цветущая орхидея, она ест очень много питательных веществ. И если ее во время цветения не кормить, у нее могут желтеть листики. И во время цветения она может наращивать огромную листовую массу. То есть у меня во время цветения растет также зеленая масса, потому что я свои орхидеи кормлю. Вот. Итак, о подкормках. Бывают натуральные удобрения. Вот видите, сейчас идет потоком видео. Популярное натуральное удобрение — это 2 зубчика чеснока и 2 таблетки янтарной кислоты. Все это дело настаиваем около 3 часов, сливаем воду
и поливаем. Вот. Это натуральное удобрение, которое испробовано уже, можно сказать, многолетним опытом, не только моим, но я думаю, вы тоже пробовали. Это мое первое удобрение, которое я испробовала лет 10 назад, даже, наверное, лет 15 назад, тогда еще не было химии. Так вот, что лучше, органика или химические удобрения? Если мы говорим о цветении, о стимуляции роста, то, конечно, химия, она более эффективна, чем органика. То есть, используя вот первый раз органические удобрения, мои орхидеи не цвели. Сколько бы я в этом чесноке с янтарной кислотой не поливала, они у меня не цвели. Но еще они не цвели, потому что они и солнца-то у меня не получали вообще. То есть в сибирском регионе зимой и солнца-то не было. То есть представьте, и питания мало, и солнца нет, и, в общем, кое-как они там жили. Стояли зеленые просто с листиками, и вот так у меня, собственно, и начиналось мой опыт с орхидеями. Вот. Ну и со временем появились новые удобрения. Я, конечно, их все тестировала и все пробовала. И где-то, наверное, последние 2 года я уже нашла такие удобрения, которые работают как стимуляторы. И, конечно, если вы хотите добиться какого-то определенного стойкого, хорошего эффекта, конечно, и в росте, и в цветении, то, конечно, лучше химию. А если вы никуда не торопитесь, и вы как бы больше за органику, за естественное, да, и не боитесь там аллергии, конечно, лучше органику. То есть чеснок при том же освещении дает тот же эффект, я вам скажу. То есть главное, это, наверное, даже не удобрение, а освещение. Вот видите, орхидейка, у нее нижние листья длинные, видите, а верхние короткие. Вот это за счет того, что нижняя листва, она появилась, когда не было света, а верхняя появилась, когда появилась высокая мощные лампы. То есть еще мощные лампы укорачивают эти листочки. Ну и цветоносики чаще появляются. Это молодая орхидея, покупалась с 2 листами, и сейчас вот она наросла вот такая масса. Итак, 9. Стимуляторы роста или стресс для цветения. Ну вот смотрите, орхидея, пример вам. И сразу 3 цветоноса. Вообще их было 4. Один обломался, как всегда закрутился, там куда-то не туда полез, я его пыталась вытащить, и он сломался. Было 4, грубо говоря, 3 их 3. Вот, и смотрите, боковые цветоносы на, как бы мультифлора, да. Кстати, вот мультифлора, о том, что она мультифлора, я узнала год назад. Я когда покупала этот цветок, она не была мультифлора, она была с одним цветоносом, без ветвления, то есть обычная вот. А тут я ее полила год назад удобрениями для гидропоники, и вот она вот так вот разветвлилась. То есть все это от стимуляторов, освещения и стимуляторов. Но если вы хотите, чтобы ваше растение зацвело, его можно создать определенный стресс. А стресс это холодом, как правило. То есть холодный поток воздуха. Как правило, его проще всего сделать весной, летом или осенью. Например, я специально свои орхидеи раньше, то есть без стимуляторов, всяких без удобрений, выносила на балкон, когда ночная температура была плюс 10, а дневная уже плюс 20. И вот при таком сильном перепаде температуры, буквально неделька, стояли орхидеи на балконе, и они через неделю начинали выпускать новые цветоносы. Но обычно выпускала орхидея всего 1 цветонос. Вот, никаких боковых побегов от цветоносов не было. То есть простое, обычное цветение бывает при стрессе. Поэтому, если вы хотите прям пышное, дикое, шикарное цветение, мощную корневую, да, хороший рост, то, конечно, стимуляторы. Я уже не буду говорить в этом видео про стимуляторы. В принципе, у меня в предыдущих видео, даже шортсы вы можете посмотреть, последний шортс про орхидеи, там есть все эти удобрения и все эти стимуляторы, которые на самом деле работают. То есть не реклама как бы, а в том, что это правда рабочее средство, вот, которое способно стимулировать. То есть есть за стимуляторы. Их достаточно применить 2 раза, и орхидея шикарно цветет. То есть не надо постоянно лить. Итак, 10. Душ. Поливать или не поливать? Вот в чем вопрос. Это тоже частый вопрос в комментариях. Скажу вам честно, еще 15 лет назад я свои орхидеи вот так вот купала. Кто-то считает это плохо. Купала, кстати, слегка теплой водой, то есть практически прохладная. А когда я вот отдыхала в Таиланде,
Мы часто там гуляли и попадали под тропические ливни. А вы знаете, что в Таиланде выращивают эти орхидеи? Там была на ферме орхидеи, и дождь. Не постоянно, там может 3 раза в день. То есть пройти вот, там не дожди, там ливни. Ливень идет минут где-то 10. Поливается вот такая струя, ну прям вот как из ведра, вот хлынет вот такая. И все орхидеи под таким вот поливом, они растут. То есть это естественное природное явление, это душ. В другом вопросе, вот было время, я, наверное, лет 5 вот ее собирала все свои орхидеи, ставила в ванну, закрывала пробочку и сверху фонтану вот так вот их поливала. Скажу сразу, орхидеям это нравилось. А вот мне через 5 лет надоело. Ну, во-первых, орхидеи у меня стало больше, они в ванну уже не помещались. Знаете, носить вот туда-сюда, плюс просушить, чтобы они там не капали. Я от этого отошла. И сразу скажу, что да, их можно поливать душем. Ничего плохого в этом нет. У них, кстати, очень хорошо растет корневая, очень хорошо. Плюс вы их моете постоянно, то есть пыль смываете. А листики можно при этом не протирать. Если сейчас я, например, когда поливаю, раз в месяц я протираю листву, то при душе не надо этого делать. А там все хорошо обмывается. Вся вот, кстати, если вы поливаете химическими удобрениями, то в горшке накапливаются соли. И при душе вы смываете все эти соли, которые накапливаются, кстати, тяжелые. Ну, можете позволить себе раз в полгода, конечно, орхидейку полить. Она вам спасибо скажет. А если вы боитесь, что там что-то, шейка какая-то замочится, вы можете ватным диском все промокнуть. Я этого не делала. Мои орхидейки были адаптированы к такому душу, и они ничего не боялись. То есть ничего страшного в этом нет. Если вы новичок, кстати, хочу сразу заметить, что если так купать можно только орхидею, которая в коре сосны. Итак, а еще вам хочу сказать о том, что если вы новичок, то не экспериментируйте. Выращивайте как по классическому методу, то есть кора сосны, мох сфагнум, керамзит, там уголь древесный, биочарс и все. Никаких керамзитов. Сразу скажу, что от керамзита вы можете потерять растение. Керамзит это для тех, кто любит высокую влажность, у кого в квартире высокая влажность, потому что корни в керамзите, они сохнут, их надо постоянно держать влажными. Даже нижний полив, он не дает такого эффекта, если держать в двойном горшке. То есть от керамзита у меня растения начали терять тургор, начали засыхать. Поэтому новичкам я не советую вообще выращивать орхидеи в керамзите, особенно если у вас в квартире сухой воздух. Ну и всегда обращайте на орхидею. Не залечивайте ее, конечно, но обращайте на нее. Если она у вас красивая, живая, значит ей нравится, значит следующую вы тоже посадите в такой же грунт. Ну и плюс смотрите, оптовые посадки, они очень красиво выглядят, когда в одном горшке стоят 1, 2, 3, 4 орхидеи, такие общие горшки есть для орхидей. Очень красиво выглядит, когда особенно они вместе цветут. Ну вот, если какие-то вопросы еще остались, напишите в комментариях. Я постараюсь ответить. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Всегда с вами Елена.